людьми или не людьми? Нелюдь – это антисоциально, это жестко, это грубо. Мы часто не отдаем себе отчета, насколько мы ведем себя не по-человечески. То быть человеком – это само по себе цель. Что быть человеком – это не, я бы сказала, это право, но это не гарантия. Ничто нам не гарантирует того, что мы будем людьми. Вот что поразительно. Ничто. Про нарциссов сегодня много говорят. И такое ощущение, как будто общество только и занято тем, что ищет, где у нас тут нарциссы и как бы от них обезопаситься. Нарциссы – это такие люди, которых теперь мы выискиваем во всех и клеим на них ярлыки. Еще одно разделение. Мы делимся уже и по национальному признаку, и по какому ни на есть признаку. Так еще у нас теперь есть и нарциссы, и нормальные люди, и есть еще и нейродивергенты, и нейроанормалы. Право на лучшее, эксплуатация межличностных, конечно же, зависть. Международная классификация болезней МКБ, МКБ-11. По этой классификации нарцисс – это фактически человек, у которого завышенное чувство важности себя, повышенная потребность во внимании к себе, в том, чтобы в нем восхищались, в нем находили образец для подражания, и пониженная способность к сочувствию. DSM-5. В связи с ним такое нарциссическое расстройство является одним из расстройств личности, и в нем такие характеристики. Узор величественности как в поведении, так и в фантазиях. Также потребность в восхищении и отсутствие эмпатии. В принципе, похоже на то, что у нас в НКБ. Однако же DSM более подробно подходит к описанию еще дополнительные характеристики. Грандиозное чувство собственной значимости, зацикленность на успехе, на собственном, либо на фантазиях, либо на планах, вера в свою исключительность, вера в свою особенность, требование к чрезвычайному поклонению, восхищению, к вниманию. Характерна эксплуатация межличностных отношений. Именно эксплуатация, то есть не когда обмен на равных, а желание получить больше. Это, может быть, какие-то исторические личности, все мы знаем, ну, Иван Грозный, Лаврентий Берия, Григорий Распутин. То есть все, что про других, легко рассказать и легко вспомнить. Все, что касается меня, когда нелюдь во мне проявляется, это уже совершенно другая тема. Рождаются, ими становятся. И можно бы подумать, что это совершенно какой-то необыкновенный класс людей. Больше таких людей на свете нет. Есть они, надо от них беречься, и есть мы хорошие. В общем, все вроде бы понятно. Однако же, на самом деле, все обстоит несколько иначе. Потому что в каждом из нас есть все черты, которые мы столь страстно вычитываем в этих хрониках про нарциссов, и попытка найти нарцисса в другом очень часто приводит к незамечанию собственных нарциссических тенденций, как зависть, грубость, подозрительность, завышенные ожидания. Вот что характерно для таких людей. Если не ответить себе на вопрос, зачем тебе это, то ты можешь даже не смотреть, потому что это все никак не поменяет ничего в твоей жизни. Если ты не понимаешь, зачем тебе какое-то изменение, ты, конечно же, не будешь тратить на это время. Почему? Потому что это усилие, это огромная внутренняя работа. Поэтому прямо сейчас принять решение, хочешь ты быть человеком или не хочешь, пожалуй, не стоит. Давай послушаем и
подумаем, когда же обычные люди могут, по сути, испытать нарциссические такие моменты? Ну, во-первых, когда мы находимся под стрессом, в обстоятельствах сильного давления, когда мы конкурируем с другими, это тоже стресс своего рода. Когда нас преследуют неудачи, когда нас критикуют, когда нам нужно защищаться, мы автоматически попадаем в эту оборонительную позицию, когда мы не настолько готовы быть честными с самим собой и замечать, какие мы на самом деле. Когда мы боремся в соцсетях за эти лайки, когда я делаю это видео и ожидаю от вас, и, кстати, ожидаю, дорогие подписчики, каждый раз, когда мы находимся в усталости, когда мы находимся не в ресурсе, мы склонны реагировать не так, как мы хотели бы. Нет, это точно не про меня. Такие качества во мне, это мне не характерно, но достаточно ли в нас навыка интроспекции, чтобы сказать, что это для нас не характерно? Чувство права на лучшее. Вот если все идут к кормушке, то этот человек имеет ощущение, что вот вся кормушка его, он имеет право на большее пространство по сравнению с другими. Всем известна эта басня североамериканская про двух волков. Она мне очень нравится. Есть добрый волк, есть злой волк, и того волка, кого ты кормишь, в того ты и превращаешься. И речь идет об очень простой вещи. Между небом и землей война. И она так проявляется в нас, в ежедневной борьбе с нелюдем в себе. Может быть, даже ежесекундной, это уже у кого какой навык интроспекции. Ежедневный навык борьбы с собой. Но это не с собой, а именно с тем самым волком. Работа идет с волком. Как апостол Павел сказал в послании к римлянам: «Ибо не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то и делаю». Вопрос, который мы решаем, он тесно связан с моралью. То есть быть человеком, вот эта тема напрямую связана с темой быть моральным. А это очень-очень скользкая тема в нашем обществе. Что есть мораль? Разные люди понимают разные вещи. Так вот, понять свою позицию относительно морали и означает понять, что для тебя лично значит быть человеком. Потому что на самом деле есть выбор. Выбор стать человеком или не людям. Выбор всегда есть. Он есть в любое мгновение, в любой момент. Иногда ты срываешься, и ты точно знаешь, это ты делал не по-людски, это ты был просто чудовищем, ты был хуже зверя. Многие из нас сталкиваются с этим. Когда мы усталые, в моменты, когда мы истощены, когда мы на грани, когда мы доведены до отчаяния. Вот в эти моменты сложнее всего среагировать нестандартным для себя образом. Легче всего выспавшимся, отъевшимся, счастливым, довольным. Легче всего реагировать позитивно. Самое трудное, похоже, это реагировать позитивно тогда, когда ты на душевной мели. Вот все-таки это какой-то моральный момент в жизни человека, когда он принимает осознанно такое решение. Тебе не нравится то, кто ты сейчас есть, но ты хочешь измениться. Вот это. Когда мы ожидаем подписчиков, когда мы ожидаем лайки, когда мы ожидаем восхищения, это все, конечно же, нотки нарциссизма. И теперь возникает вопрос, а где же этот здоровый нарциссизм, если мы все больны, мама, мы все глубоко больны. Какие еще вещи можно сделать, чтобы тренировать себя в сторону от нарциссических тенденций? В первую очередь думать. Навыки саморефлексии. Вот что самое важное. Самонаблюдение, навыки интроспекции. Когда мы раскладываем свою внутреннюю жизнь на составные элементы и видим, из чего она состоит. То есть мы ее раскладываем, эмоции, мысли. Почему я так подумала? Почему я так сказала? Почему я так отреагировала?
Это социальные навыки. Социальные навыки – это лучше общаться с людьми, умение вчувствоваться в людей, умение понимать их позицию, встать на их позицию. То есть это на грани эмпатии, это связано с эмпатией. Но, в принципе, этого можно добиться механически. Если ты замечаешь, что в разговоре ты больше говоришь, чем слушаешь, то вот это оно и есть. То есть здесь можно развиваться в сторону того, что ты больше слушаешь, впитываешь другого человека. То есть развитие коммуникативных навыков, социальных навыков нас уводит в сторону от сосредоточенности на себе самом. Вообще все, что экстернализирует твой интерес, переводит фокус внимания твой с себя на окружающий мир, на других людей, это все очень благотворно. Чтобы бороться с нелюдем в себе, можно, конечно, выписать большой список шагов внутри, которые нужно предпринимать, быть внимательным к другим людям, быть эмпатичным, вслушиваться, что они говорят, переводить все свои цели в что-нибудь более благородное. Ну, много что можно выписать. Однако же, самое основное – это принять решение. Однажды, приняв это решение и подкрепляя его потом, конечно же, раз за разом, ты очень серьезно меняешься. Решение является ключом. Быть лучшим человеком. То есть это осознанная точка бифуркации. Развитие эмпатии – это ключевая вещь, когда мы говорим о том, чтобы не превращаться в нелюдя. Эмпатия – это то, что делает нас, по сути, тем особенным, нежным, удивительным человеческим существом, чутким, настроенным на Вселенную, понимающим и желающим быть в ритме с ней. Очень ценными является практика благодарности. Она запускает в нашем сознании такие процессы, которые распаковываются только потом. Вначале может казаться, что это ничего не меняет. И я и так благодарен, я и так признаю, что многие вещи мне дались меньшими усилиями. Зачем мне еще благодарить? Больше ценить то, что мы имеем. Таким образом снимается фрустрация между мною и миром, между тем, что я ожидаю от мира, и то, что я получаю. Я бы сказала, что практика благодарности – это практика трезвления, потому что очень часто мы настолько неадекватны по отношению к миру и к тому, что нам дано, что мы буквально наглеем на глазах, внутри себя мы надуваемся в такой большой эгоистичный упырь, такой пузырь, где мы считаем, что нам обязаны. И что самое страшное, что вот эта трансформация происходит довольно-таки быстро и незаметно. Есть такие люди, у которых нет эмпатии, и великое искушение сказать: давайте этих людей просто изолируем, и все будет в порядке. Однако же нет, это не так работает, потому что многие из нас ежедневно превращаются в таких людей. Многие делают этот поход в мир не людей или не людей. Мы делаем этот поход, но возвращаемся обратно. Но рано или поздно, если продолжать так делать, то ты можешь не вернуться.